Здравствуйте! Мы с вами у одного из самых красивых фонарей Петербурга возле музея Академии Штиглица. Самое интересное в этом оформлении, мне кажется, это вот эти чудесные фигурки Путти. Символизируют собой то, чему учат здесь. Скульптура, живопись, рисунок. Неудивительно, что эти прекрасные человечки стали любимцами студентов Академии. И, видимо, на удачу перед экзаменом или перед каким-то важным зачетом кладут такие как будто подношения своим музам. У меня специально припасена тоже одна конфетка. Положим ее, например, вот сюда, для того, чтобы наша сегодняшняя история сложилась очень хорошо и интересно. Меня зовут Елена Погребная, я экскурсовод и блогер, и сегодня расскажу вам о самых классных, интересных и красивых фонарях Петербурга. Буквально все в нашем прекрасном городе началось с Петра I, и уличное освещение в том числе. Когда-то ровно здесь, на этом месте, стоял первый Зимний дворец Петра I. И именно здесь, у фасада этого дворца, и появились первые фонари, которые стали таким началом уличного освещения. 1721 год, ровно 300 лет назад, уличное освещение приходит уже по-настоящему на центральную улицу Невскую перспективу, Невский проспект. И весь 18 век Невский проспект освещается фонарями масляными. С середины 19 века это уже яркое освещение газом, даже внутрь в помещениях газовое освещение тоже появляется. В Александровском году установили 6 фонарей газовых. В самом фонаре находится горелка, которая постоянно тлеет. То есть, когда газ... То есть сейчас она тлеет? Просто да, мы не сейчас видим? она тлеет, да, ее того, сейчас что незаметно. И когда газ туда поступает, она разжигает все остальные горелки, и фонарь начинает работать. Но газ, который используется для освещения, это не тот газ, к которому мы с вами привыкли, природный, который синим пламенем горит на кухне. Это искусственный светильный газ, который производили из дров или из угля. То есть процесс довольно дорогой. Поэтому появляются скипидаровые фонари. Со временем их тоже пытаются заменить, и уже в 60-х годах появляются фонари керосиновые. И пока, наконец, не приходит первая лампа накаливания электрическая, яркие вспыхивают фонари, и это совершеннейший фурор вообще среди населения городского. Сейчас эпоха электрического освещения продолжается, но перешла в совершенно новый этап, потому что лампы накаливания все больше и больше заменяются новыми светодиодами. Мы на Малой Садовой улице. С тех пор, как она стала пешеходной, это одно из любимых мест прогулок и туристов, и петербуржцев. И, конечно, мы видим здесь тоже фонари. Очень похожие на фонари из 19 века, но эти совершенно современные. И у нас сегодня есть возможность посмотреть, как эти фонари производятся, откуда они попадают на улицы города. Для этого мы поедем посмотрим на настоящее производство фонарей. Мы с вами приехали на производство, откуда начинают свой путь все питерские фонари. Николай Сергеевич сейчас расскажет нам о том, что здесь происходит на его производстве. С удовольствием. Значит, несколько раз назвав это место музеем, мы пришли к идее, что почему бы здесь не собрать, ну, хотя бы небольшую историю развития фонаря. Я смотрю просто разные фонари, и получается где-то прозрачное стекло, а где-то белое, матовое. Этот элемент в фонаре, в светильнике, называется рассеиватель. И смысл его в том, чтобы вот этот вот острый, колючий пучок света, который выходит из газоразрядной лампы, да, чтобы его смягчить. Он мягче, он приятнее. Фонарь мы видим исключительно днем. Ночью фонарей мы не видим. Только свет от них. Мы видим только свет от них. Вот в дань этому дневному впечатлению мы делаем вот такие вот матовые рассеиватели. Днем он гораздо приятнее смотрится, да, чем вот эти вот прозрачные, через которые видна вся арматура и так далее, да. Ну, в основном любят все вот этот красивый вот с сеточкой какой-то, да, такой? Сеточка, такая визитная карточка фонарей под кураторством «Газпрома».
Это фонарь изначально был создан, больше 100 лет тому назад. И вот была идея восстановить эти фонари. Но когда кинулись, выяснилось, что эти фонари делались французами. По эскизам, по осколкам дизайнеры. Того, что осталось от старого фонаря. Представляли, как это было, и вот мы его сделали. И когда приехали французы и посмотрели, сказали, лучше бы мы не сделали вообще. Очень красиво. Здесь на производстве мы с вами можем пройти и посмотреть все этапы, основные этапы. Основные, да. Хорошо, основные, чтобы посмотрим. получить впечатление, что, как, из чего рождается. Начинается все отсюда. Дизайнерский отдел. У нас здесь у каждого практически своя стилистика. То есть Каждый дизайнер работает в своем направлении? Совершенно Как верно. интересно. То есть дизайнер, который очень хорошо работает в хай-тек стиле, есть который классицизм, модерн. Сейчас попробуем показать вам эскизы, которые сделаны от руки. Давайте расправим. Заказчик смотрит эти рисунки, подбирает, какой рисунок больше подходит к той стилистике, о которой он они мечтал. проектируют. Да, либо мечтали. После согласования уже начинается моделирование именно 3D-модели, либо резчик уже режет вручную. Сложные моменты вот такие вот, как здесь, вот этот рисунок, это немножко на станке получить будет тяжеловато. Поэтому Резчики, наверное, очень любят, когда вы придумываете сложные картинки. Конечно, конечно. Чугунно-литейный участок. Здесь происходит плавка чугуна в индукционной печи. В данный момент мы видим, как сливается металл из большой печи в раздаточный ковш. И происходит заливка металла в форму. Время выдержки детали в форме составляет около 2,5 часов. Здесь проводятся работы по зачистке чугунных декоративных элементов. И тогда уже зачищенные получаются вот эти вот красивые Да, элементы, красивые, такие на вазы даже похожи. Что это такое? Это тумбы, базы разносторонние. И из них как раз потом, как мы складывается как из пирамидки. красивый фонарь. Это получается финал, вот это блестящие прекрасные детали. Все, это финал. Фонарь готов? Нет, конечно, нет. Но это происходит уже не здесь, а в каком-то другом цеху. Конечно, да. Мы сейчас ходим, продвигаемся. О, вы нам тоже его покажете. Конечно. Герман, мы пришли в следующий цех, да, такой финальный, куда после вот этой всей зачистки прекрасные детали от фонарей попадают. И что здесь с ними происходит? А здесь происходят очень интересные вещи. Здесь происходит финальная грунтовка, потом шпаклевка каких-то неровностей и, соответственно, покраска в 2 слоя краской. Вот работает наш маляр замечательный. Между слоями несколько часов. Но окончательное высыхание краски 24 часа. На сегодня у нас в работе малая часть здесь, да? Вот что здесь представлено, можете посмотреть. Это мы делаем красивые, Кисловодск, город Пушкин. Это уже современные, с оптикой светодиодной, угол наклона. В большинстве случаев фонари висят только рядом со зданиями. И в квартиру, чтобы не светило, отклоняем. Ага. Вот Это то, что те мы... самые светодиоды, Так которые называемый светят. отражатель. Да, отражатель со светодиодной. И вот это вот маленькие штучки светят 15 лет. Это минимум 15. Минимум. Да. Обалдеть. А то и До больше. чего дошел прогресс вообще? Да, да. А здесь тоже стекло, матовое стекло, и оно как раз белое, чтобы больше, так, более мягкое Мы его рассеивание. называем Зимний Петербург. Отличное название, кстати. Чем заканчивается сборка светильника? Контрольным запуском. Обязательный поджиг, чтобы все работало. Здесь у нас представлен такой прибор, это гониофотометр. Вот это вот. Да, это одна из его частей, вторая часть находится там. Там будет вот этот испытуемый фонарь, и он будет вращаться. Он вращается во всех плоскостях и тем самым
головка считывает распределение полностью света. Ага. по И она пространству. тогда поймет и составит нам вот Да. этот макет 3D вот этого карта. светового облачка, Да. которое пятно, да, которое создается. Сейчас мы пустим в тестовом режиме сам гониометр, и он прокрутит светильник в определенной плоскости. И отсюда же отправляется уже в город, в Петербург, радовать горожан и светом, и красотой. Наполнять светом весь город. Да. Мы с вами в диспетчерской. Что здесь у вас происходит? Расскажите нам. У нас происходит управление уличным освещением города. С этого рабочего места можно как одновременно включить весь город, так одновременно выключить весь город. Можно выключить непосредственно по каким-то улицам, направлениям, вплоть до отдельных светильников. Здесь показаны все пункты автоматизированной системы управления. Собраны в такие вот Кружочки цветные, Да. так. Каждый кружочек мы можем взять и развернуть. Допустим, мы возьмем сейчас курортный район. Все, что зеленым подключено, это все находится в рабочем состоянии. В 16 часов они включатся и загорится желтеньким А светом. если всё это вдруг дело. что-то случается Если на что-то месте, случается, то тут это отражается каким-то Отражается красным, идет тревожным. звуковой сигнал, естественно, да. И, допустим, вот мы видим один из красных, давайте возьмем его сейчас. Нет фазы Б, то есть отсутствует одна фаза. Но это не страшно, не смертельно, у нас есть еще целых две фазы. У нас через несколько минут будет включение города, как раз, и как раз приглашаю вас посмотреть, как мы включим город. Внимание на линии. Включаем город. И мы видим, что начинают загораться фонари, как здорово. Современное освещение Петербурга, конечно, очень сильно отличается от того, что было 200 и, конечно, 300 лет назад. В центре города потрясающие фонари и, конечно, очень яркая, праздничная, новогодняя подсветка. В этом году она особенно отличается. Юбилейный год. Давайте на минутку остановимся и поднимем глаза наверх. Там петербургские фонари, прекрасные, с чудесными деталями. Именно они создают красоту города и его настоящий петербургский стиль. С вами была Елена Погребная, специально для проекта «Этажи Петербурга». Всем пока! То есть вы тут делаете ту часть фонаря, которая непосредственно светится. То есть вы самые главные. Да. Самый главный человек на фирме – это повар. А, смотрите, как прикольно. У них варианты вот так, хоп. При памятнике против 4 тетив. Что такое тетив? Стоп.